Гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым стал известный актер, режиссер Михаил Горевой. Он откровенно рассказал о личной жизни, предательстве близкого друга и о том, как обрел семейное счастье лишь после 40 лет. Карьера Горевого складывалась всегда удачно. Он успешно снимался в кино, завел дружбу со многими голливудскими звездами, несколько лет жил в США, основал свой театр. А вот личная жизнь артиста была полна неудач и потерь. Первой супругой Михаила стала актриса Анна Марголес. По словам Горевого, он влюбился с первого взгляда в будущую жену. Вместе они прожили 14 лет, в браке у них родились дети, Дарья и Дмитрий. Однако отношения пары разрушились в одночасье, как только Михаил стал много времени уделять работе. Анна не вынесла успеха знаменитого супруга. Я не знаю, наверное, бензин кончился в отношениях. Все имеет начало и конец. Затерлись отношения. Удивительное дело, у меня все произошло в один момент. То, что мы разошлись с моей женой, меня абсолютно срубило. Я просто лежал, а у меня, к тому времени, был свой театр, все есть, а жить не хочется. Развалилась семья. Это сейчас, когда становишься постарше, понимаешь, лучше что-то менять, лучше меняться. Умерла, так умерла. Не надо делать искусственное дыхание мертвому человеку, заявил Горевой. В момент отчаяния судьба свела Михаила с новой возлюбленной, актрисой Марией Сафа, которая играла в его театре. Как признался Горевой, молодая артистка утешала и поддерживала его. А он планировал поставить с ней не один спектакль, но вновь неудача. Мария закрутила роман с лучшим другом Михаила, Павлом Майковым, с тем самым, который сыграл бандита Пчелу в нашумевшем сериале «Бригада». Для Горевого двойное предательство стало сильнейшим ударом, оправиться от которого он не может до сих пор. Ну, а что тут поделаешь? Все правильно, все уравновешенно. Зато у меня была успешная карьера. Майков был не просто другом, он когда-то был мне как младший брат. Любовь – это чувство с привкусом крови на губах. Мне уже не интересно, что между ними было. К тому же я не могу разглядеть, чем они там занимались. Эта история меня подкинула высоко. Я, как ракета, полетел в стратосферу. За все нужно платить. Сейчас я гораздо увереннее себя чувствую, и за рубежом, и на работе, поделился Михаил. Михаил признался, что после предательства кардинально изменил свою жизнь. По его словам,
Он бросил курить, стал соблюдать режим дня и перестал пытаться изменить женщин. Актер сообщил ведущему, что сейчас абсолютно счастлив, но имя новой избранницы Горевой предпочел скрыть.